Сегодня свадебный переполох, 2001 год, авторы сценария Майкл Эллис, Памела Фолк, режиссер Адам Шенкман, в ролях Мэтью МакКонахи и Дженнифер Лопес. Бюджет 55, сборы 94,7 миллионов долларов. Сюжет. Устроительница свадеб Мэри и педиатр Стив случайно сталкиваются на улице. Каблук Мэри застрял в канализационной решетке на проезжей части улицы. Она пыталась спасти туфлю, и в последнюю минуту Стив спасает ее от надвигающейся тележки. Сразу понятно, что случилось что-то магическое. Но впоследствии выяснилось, что Стив скоро женится, а Мэри ведет переговоры с семьей Френ по поводу предстоящей свадьбы, и женихом является Стив. Отец Мэри хочет выдать ее замуж за друга детства Массимо, простоватого деревенского парня. У Мэри еще недавно были отношения с парнем, который ее обманывал. Она их застукала в своем авто, и они расстались. Потом выяснилось, что он женился на ней, и она беременна. Мэри очень целеустремленная девушка, хваткая, ведет переговоры с хозяйкой этого бизнеса свадебного, чтобы стать ее партнером. Та не соглашается, но когда Мэри говорит, что подумает, чтобы открыть свое дело в этой же сфере, хозяйка призадумывается. Почувствовав, что Стив ей нравится, Мэри делится с коллегой, что хочет отказаться от ведения этой свадьбы, но подруга ее уговаривает, делая акцент на то, что на кону ее партнерство, карьера, и она должна взять все в свои руки, стиснуть зубы и идти до конца. В это время в поле зрения Стива появляется Массимо, представляется женихом Мэри. Ревность, как известно, подогревает чувства, и вот они оба ревнуют, страдают, любят, не знают, как выйти из этого положения. Наконец наступает день свадьбы Стива и Френ, а Мэри решает выйти замуж за Массимо. Стив в последнюю минуту вызывает на откровенный разговор Френ и спрашивает ее, хочет ли она на самом деле замуж за него, любит ли она его, и, поразмыслив, они оба сходятся в мнении, что каждый пойдет своей дорогой. Кстати, у Френ очень злые глазки и вредненькое личико. Специально, наверное, подобрали актрису, чтоб нам ее было совсем не жалко. Узнав от подруги, что Мэри сегодня выходит замуж, Стив мчится туда, находит ее возле дерева, которая перебирает конфетки, выбрасывая все, кроме шоколадных. Когда-то Стив ей сказал, что все, кроме шоколадных, вредны из-за красителей. Стив окликает ее, они узнают, что никто не женился и не вышел замуж, и они сливаются в поцелуи. Мне очень нравится этот фильм. Я люблю и Лопес, и МакКонахи. Все так мило и трогательно, душевно. На самом деле, наверное, так редко бывает. Не у всех хватит смелости отменить все, когда гости на пороге, деньги уплачены, кто-то приехал черти откуда. И почему-то человек, которого ты едва знаешь, вдруг становится тебе близким и родным, а та, которую ты знаешь с детства, отдаляется от тебя все дальше и дальше. Единственное, что мне не понравилось, так это головной убор Мэри, что-то типа таблетки с вуалью. Не понравилось мне это 20 лет назад, и сейчас пересматривала и была возмущена. Обидно за Мэри, красивая девушка, вот букетик бы воткнула, все лучше было бы. Или вуаль, как у Френ. Но этот свадебный головной убор превратил Мэри в 40-летнюю старушку. А в остальном все прекрасно. Незамысловатый сюжет, хорошие актеры, хорошая касса, приятная атмосфера, тепло на душе, почти как в фильме «Пока ты спал». Спустя 23 года фильм все так же хорошо смотрится. Что еще нужно для успешного фильма? На сегодня все. Всем пока.